Всем привет! На своем канале я много и часто говорю об обучении, разных методах, стратегиях, приемах, в общем, разных системах и так далее. И вы, мои подписчики, очень сетуете на то, что я редко делаю такую выжимку, редко все собираю вместе для того, чтобы легче было это применять на практике. Вот, держите 8 правил, которые помогут вам быстро и эффективно учиться. И первое правило звучит как: не забывайте про сон и отдых. Сон является важным компонентом, неотъемлемым, точнее, компонентом в запоминании, потому что именно в процессе сна наш мозг консолидирует память, то есть то, что мы все поглотили за день, он все перерабатывает, расставляет по полочкам, архивирует, переделывает, создает новые системы. То есть именно в течение сна происходит самый основной этап запоминания. Если вы учитесь бесконечно, лишаете себя сна, отдыха, то все, что вы накапливаете, это не перерабатывается, это не архивируется, это не консолидируется в вашей голове, и ваши знания, они держатся только в рабочей памяти очень тяжело, очень долго, и как только вы ляжете спать, из-за того, что информации будет слишком много, она не сможет переработаться, вы, по сути, потеряете все, что вы учили. Поэтому спать полноценно, более-менее, хотя бы полноценно, в те моменты, когда вы интенсивно и много учитесь, важно не только для того, чтобы вы отдыхали, что тоже очень важно, чтобы ваш организм перезаряжался, чтобы у вас появлялись силы, энергия, вообще желание что-либо делать дальше, но и для того, чтобы память проработала все, что вы накопили, и мозг проработал это все, и ваши долгосрочные воспоминания сформировались бы для того, чтобы вы дальше смогли ими пользоваться. И отдых то же самое. Когда мы очень много учимся, нам нужно постоянно делать перерывы, опять-таки для того, чтобы мозг переработал. Такая у него предпереработка в течение дня происходит, все равно он постоянно обрабатывает информацию, но для этого ему нужно время, ему нужен отдых, как бы такой сознательный отдых, когда вы переключаетесь на что-то другое, вы просто болтаете, ходите, не знаю, что-нибудь другое делаете, но не поглощайте информацию. Мозгу важны эти моменты для того, чтобы он переработал то, что вы уже поглотили. Второе правило: если повторение, то только интервальные. Наш мозг не любит, чтобы мы бесконечно долбили в одну точку в надежде на то, что мы выучим. Мозг работает так, что нам нужно немножко поучить, подзабыть, потом напомнить себе и потом опять подзабыть. Но с каждым повторением мы все меньше и меньше процентов того, что мы забываем, то есть от общей массы того, что мы учим. То есть нельзя просто бесконечно учить в надежде на то, что вот когда-нибудь оно вам пригодится, и тогда вы вспомните. Нет, нужно делать это с интервалами, причем с увеличивающимися интервалами. То есть если вы посидели, поучились, что-то там поглотили, то сразу после можно сделать такой легкое summary, то есть вспомнить все, что вы учили, так немножко подбить все основные пункты того, что вы узнали. Потом на следующий день нужно обязательно припомнить, потом через 2 дня, потом через неделю, потом через месяц. Так мозг будет немножко подзабывать, но потом вспоминать, и ваше повторение будет максимально эффективно. Поэтому, если у вас есть еще возможность не учиться 5 часов подряд, а разбить это все-таки на такие блоки каждый день или хотя бы в течение дня разбивать эти блоки прогулками, отдыхом, то лучше так делать. Третье правило звучит как разнообразие в подходах, в методах поглощения информации. Потому что когда у нас есть всего один источник информации, и мы вот старательно его изучаем, но только один способ, один метод, вот там, например, один учебник и больше никак, нашему мозгу становится скучно, потому что он запрограммирован на разнообразие, нам постоянно хочется чего-нибудь новенького, интересненького. И нам нужно использовать эту возможность за счет того, что одну и ту же информацию можно получать по-разному. Можно найти видео, можно пересказать, можно спросить у кого-то, можно почитать какую-то другую статью и так далее. То есть вы должны постоянно немножечко под разными углами смотреть на ту информацию, которую вы поглощаете. Потому что как только мозгу становится скучновато, то информация перестает поступать в нашу рабочую память. А из рабочей памяти она у нас идет в долгосрочную, а если она не попадает в рабочую память, то и в долгосрочную, конечно же, она не попадет, а значит, эти знания испарятся. Второй момент: зачем нужно разнообразие? Для того, чтобы задействовать как можно больше зон нашего мозга. Потому что когда мы, например, только читаем, у нас загораются в мозге и активируются определенные зоны, которые отвечают за визуальную обработку информации, за то, что мы поглощаем, думаем и так далее. Но как только мы там еще слышим, еще ощущаем что-то и так далее, в нашем мозге подключается больше зон, которые активируются. Чем более активен наш мозг, чем больше нейронов подключено, чем больше связей подключено, тем лучше. Потому что тем более разнообразным будет наше воспоминание, то есть наше знание, которое мы пытаемся запомнить, и тем лучше
лучше оно запоминается, потому что чем более такое яркое, насыщенное, интересное, разноплановое знание, которое мы получаем, то есть там, когда мы его слышим, чувствуем, знаем, просмотрели с разных сторон, то есть оно такое очень насыщенное, интересное, большое, то оно точно попадает в долгосрочную память, что, собственно говоря, нам и нужно. Четвертое – это объединение и синтез. Нет ничего лучше, чем новые знания объединить со старыми знаниями, потому что наш мозг не любит лишнюю работу. Для того, чтобы сформировать знания, нашему мозгу нужно потратить достаточно много энергии и взять свободные нейроны и сформировать из этого цепь. Для того, чтобы новые знания хорошо и тщательно прикреплялись, для того, чтобы вы не тратили уйму усилий для того, чтобы их запомнить, самым простым способом является объединение с уже существующей информацией. То есть у каждого из нас есть какие-то отрывочные знания, какие-то старые знания по теме, возможно, они совсем достаточно далеки как бы от той темы, которую вы изучаете, но эти знания уже есть, они хотя бы немножечко касаются новых знаний, вы должны их вспомнить, что у вас было, что вы там помнили, читали, когда-то где-то что-то видели. И уже к этим знаниям вы прикрепляете новые. То есть как только вы их вспоминаете, я это видел, слышал, это похоже на вот это похоже на то, что я уже знаю, на то, что я уже слышал и так далее. Как только вы проводите вот эту аналогию со старыми знаниями, все, новые знания хорошо, тщательно прикрепляются на уже существующую нейронную цепь, и тогда они лучше хранятся, меньше времени и сил вам нужно потратить для того, чтобы запомнить эти новые знания. То есть самое лучшее – это объединение и синтез с уже существующими знаниями. Это гарантирует более быстрое и легкое запоминание. Пятое правило призывает нас упрощать и пересказывать. Даже самое сложное, непонятное нечто, теория, теорема, понятие и так далее, всегда можно пересказать простыми словами, потому что то, что непонятно, не поступает в рабочую память и впоследствии не поступает в нашу долгосрочную память. Поэтому для того, чтобы что-то сложное понять, нужно его разложить на понятные вам кусочки. Любой там конструктор Лего, огромный какой-нибудь корабль, он всегда состоит из вот этих маленьких понятных кусочков. И вам каждое понятие нужно так разложить для того, чтобы это было удобоваримо для вашего мозга, потому что, повторюсь, то, что непонятно, не поступает в нашу память. Очень простым способом является пересказ своими словами. То есть, когда вы читаете нечто, то, что вам нужно понять, вы должны пересказать своими словами. Если вы не можете кратко и понятно и четко пересказать своими словами, значит, вы не понимаете. Нужно еще раз обратиться к первоисточнику, разжевать, разобрать, поднять все слова, которые там, например, вам непонятны, потому что иногда мы читаем какой-нибудь абзац, и мы вроде бы понимаем, но когда начинаем вникать, выясняется, что вот это слово непонятно, вот это понятие, вот эта теория, там, вы приблизительно знаете и так далее. То есть нужно всегда вгрызаться в основу, то есть нужно всегда разбирать на понятные кусочки и пересказывать своими словами, потому что чужие слова, то, что напечатано чужим человеком, то, что сказано другим человеком, это его слова. Для нашего мозга это не так важно, но как только вы пересказываете своими словами ту же самую информацию, это для нашего мозга уже это важно, это нужно, это мы запомним. Шестое правило – это письмо от руки и конспект. Письмо от руки хорошо действует на наш мозг. Как бы нам ни хотелось, новые технологии, что можно там писать и так, и это, и заполнять, и выделять, и копировать, и распечатывать уже готовые конспекты. Это все, конечно же, прекрасно и замечательно. Но именно письмо от руки дает задействовать в нашем мозге те зоны, которые не задействуются ни при каком другом действии. Это хорошо влияет на наше понимание, на наше запоминание, на то, как мы соображаем, на то, как мы принимаем решения и так далее. То есть это запускает цепочку, то есть само письмо от руки, такое физическое, такую цепочку, которую очень сложно иначе как-то запустить. Поэтому за счет того, что вы делаете конспект от руки вживую, вы повышаете шанс того, что вы лучше поймете материал, вы лучше его запомните, вы его хорошенечко переработаете еще за счет того, что мы пишем от руки достаточно медленно, нам не хочется что-то лишнее писать, поэтому в процессе мы всегда подсознательно анализируем то, что мы получаем. Мы всегда выбираем то, что мы хотим записать, то, что нам кажется неважным и так далее. То есть, повторюсь, письмо от руки запускает очень мощный, хороший процесс обработки информации и ее запоминания. И по поводу конспекта еще хочу напомнить, что это не просто записанные ваши знания, это не просто какие-то выжимки из текстов и так далее. Это ваш мощный инструмент в процессе обучения, потому что конспект можно превратить в ваш внешний источник знаний,
знаний, а также в то, что вам помогает запоминать множество информации. То есть конспект зачастую должен содержать зацепки, должен содержать контекст, должен содержать подсказки, а не саму информацию. То есть, глядя на него, вы должны как бы активировать в себе знания, а не просто читать то, что у вас есть. Поэтому конспект должен быть понятным, конспект должен быть легко читаемым, он должен быть лично ваш, опять-таки вашими словами, потому что это ваши зацепки, это ваши знания и так далее. И плюс вы можете поиграться с любыми форматами, потому что их сейчас очень много, не обязательно линейный, даже, ну, хотя если вы любите линейным, просто пишите так, чтобы вам было удобно его читать, потому что многие противятся какому-то оформлению, там, хайлайтингу и всему прочему, просто пишут прямым текстом. Но если вы тратите очень много времени на поиски того, что вам нужно, то, скорее всего, ваш конспект неэффективен, поэтому нужно приложить немножечко больше усилий, немножечко поработать с вашим конспектом и сделать его действительно хорошим инструментом для обучения. 7 правило – это практика и применение всему голова. То есть все наши знания, которые мы тщательно втрамбовываем в нашу голову, старательно так тратим время, силы, ничто без практики. То есть те знания, которые мы не применяем, которые не применяют на практике или вообще как-либо другим способом, это просто знания, и, скорее всего, они забудутся, потому что мы помним только то, чем мы пользуемся. То есть есть такой закон мозга: используй или потеряешь. Не нужно сначала изучать всю теорию в надежде на то, что вот когда вы доберетесь до практики, все это припомнится, все это как бы, ну, как-то эти знания внезапно сами по себе, они вам пригодятся. Нет, такого не будет. Нужно обязательно совмещать все эти процессы, иначе теория останется теорией. И последнее, о чем я хочу поговорить, это 8 правило – это обезвоживание и физические нагрузки. Это тоже очень важный момент в получении знаний. По одной простой причине. Как только в нашем организме появляется обезвоживание всего 2%, наш мозг очень плохо соображает. Потому что как только у нас происходит обезвоживание, наш организм переходит в режим такого чрезвычайного положения. И он отключает наши когнитивные функции, потому что они очень прожорливые, они очень энергоемкие и так далее. И их тут же выключают. А когнитивные способности нам нужны для того, чтобы учиться. А 2% обезвоживания можно получить лишь потому, что вы там с утра, например, не попили, ничего не поели, сразу побежали на учебу, и там через 3 часа вы уже чувствуете себя немножко таким вялым, сонным, скорее всего, из-за того, что у вас обезвоживание. А по поводу физических нагрузок хочу напомнить то, что кардионагрузки делают фантастику для нашего мозга, потому что они улучшают наши функции, они продлевают жизнь нашим нейронам, они улучшают наши процессы запоминания за счет выброса определенных нейромедиаторов. То есть нам ученые прямо говорят о том, что позанимайтесь чем-то кардио, и потом вы будете учиться в разы лучше, легче, и вы запомните гораздо больше, потому что еще вырабатывается много новых нейронов, которые вы можете сразу задействовать. Плюс улучшаются те связи, которые уже есть, что очень важно. То есть кардионагрузка делает прекрасный плацдарм для того, чтобы мы учились. Она заводит в нашем мозге все процессы, которые нам нужны для того, чтобы поглощать и поглощать наши знания. Все, мои хорошие, надеюсь, вам эти 8 правил помогут. Они вас продвинут в учебе. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока!